Шум за новогодним столом стоял такой, что приходилось кричать. Мне было 8 лет. Я сидел рядом с матерью, болтал ногами и рассматривал гостей. В самом углу стола сидел человек, опрятный мужчина в коричневом пиджаке. Перед ним стояла чистая тарелка, его руки спокойно лежали на коленях. Он просто смотрел на дядю Мишу, который рассказывал историю, и едва заметно кивал. Я дернул мать за рукав и показал пальцем. «Мам, а кто это?» Мать посмотрела в угол, поправила мне воротник. «Жуй давай, это свои». Ответ ничего не объяснил, но гость так и сидел неподвижно. Вопрос забылся под стук тарелок. Спустя 15 лет двоюродная сестра выходила замуж. Я давно вырос и привычно вошел в роль ведущего. Моим главным правилом было простое застольное чувство. Никто не должен сидеть в тишине. Обходя гостей с графином, я остановился. У стены сидел тот самый гость. Тот же коричневый пиджак, застегнутая на все пуговицы светлая рубашка. Перед ним стояла полная ступка и нетронутая котлета. Я подошел вплотную. «Вы совсем не пьете. Позвольте обновить». Мужчина поднял глаза и улыбнулся. На секунду позже, чем следовало. Стопка перед ним так и стояла полная. «А вы со стороны жениха? Что-то я вас не припомню». Гость кивнул. И снова стал смотреть на танцующих, едва заметно кивая, в такт то ли музыки, то ли чему-то еще. С другого конца зала закричали, требуя тоста. Я пожал плечами и пошел к своим обязанностям. Туговат на ухо, решил я. Бывает. Через 7 лет умер дядя Миша. На поминках слышался только тихий звон приборов. Я поднялся со своего стула на дальнем краю помещения и встал спиной к окнам, откуда падал тусклый серый свет. Передо мной тянулся длинный прямоугольный стол, уходящий в глубину. По обе стороны сидели родственники в темной одежде. Я смотрел поверх их голов, и там, в самом конце, сидел гость. Среди общего горя его тишина полностью сливалась с настроением зала. Когда кто-то начинал тихо плакать, гость смотрел на этого человека с глубоким вниманием, пока слезы не прекращались. Прошло еще 10 лет. Семья собралась в загородном доме на воскресный обед. Столы вынесли на веранду. Я сидел во главе. На висках у меня уже проступала седина, тетя Оля стала совсем старушкой, братья обрюзгли. Я посмотрел на противоположный край. Гость сидел там, в коричневом пиджаке, без единой новой морщины у глаз. Его темные волосы лежали ровно, волосок к волоску, в точности, как в тот самый первый Новый год. Он смотрел на тетю Олю, которая громко жаловалась на давление, и едва заметно кивал. «Тетя Оля, а кто это у нас там с краю?» – спросил я. Тетя Оля близоруко прищурилась поверх очков. «Где?» «А, свои. И вернулась к своему давлению. «Свои». Так же когда-то ответила мать. Я взял тарелку, стул и пошел на другой конец веранды. Протиснувшись между спинами, поставил стул рядом с гостем. «Вы позволите?» Гость кивнул, не отрывая взгляда от тети Оли. Я сел. Вблизи его лицо казалось очень гладким. Глаза были светлыми, почти прозрачными. «Я Илья», — сказал я и протянул руку. Гость повернул голову и улыбнулся, опять на секунду позже, чем следовало. Протянутую ладонь он словно не заметил. Я опустил руку. «Мы столько лет видимся на праздниках, а так и не поговорили. Вы всегда сидите тихо, ничего не едите. Положить вам горячего?» Гость кивнул. Я положил ему на тарелку ломоть мяса. Он к нему не притронулся. Снова смотрел на тетю Олю и кивал ее словам. «А вы с чьей стороны будете?»
От дяди Миши или по линии мамы?» Гость кивнул, но не мне. Тетя Оля за спиной жаловалась теперь на соседей, и кивки шли в такт ее словам, хотя светлые глаза смотрели прямо на меня. «Ну хорошо», — сказал я, — «не хотите говорить, дело ваше. Но вы же часть семьи, столько лет с нами. Давайте хоть выпьем». Я плеснул в пустую рюмку и поднял ее. «За знакомство. Один раз за 30 лет можно». Гость перестал кивать. Он медленно повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза. По-настоящему, в первый раз. В ту же секунду звук пропал. Тетя Оля застыла с открытым ртом. Из графина, который держал над стаканом брат, вытянулась и повисла в воздухе красная капля. Сестра остановилась с занесенным ножом. Воздух стал густым, ни дыхания, ни скрипа досок. Я хотел спросить что-то и не смог. Голоса не было. Во всем мире осталось только два звука: мое собственное дыхание и стук моего сердца. Гость смотрел на меня с тем же глубоким, ровным вниманием, с каким когда-то смотрел на плачущих. Поднятая рюмка вдруг сделалась неподъемной, и рука опустилась сама, расплескав налитое. Я попытался встать, ноги не послушались. Тогда я попробовал отвести взгляд и понял, что не могу даже этого. Гость отвернулся первым, неторопливо, как отворачиваются от окна. Его взгляд вернулся к тете Оле. И в ту же долю секунды красная капля с плеском ударилась о дно стакана. Тетя Оля громко закончила фразу. По веранде прокатилась волна голосов. Родственники жевали, спорили, чокались, никто ничего не заметил. Только сестра все стояла с занесенным ножом. Потом медленно опустила его, положила рядом с буханкой и села, глядя прямо перед собой. Хлеб остался неразрезанным. Я сидел, вцепившись в край стола. Сердце колотилось где-то в горле, рубашка на спине промокла насквозь. Рядом гость уже снова кивал словам тети Оли, едва заметно в такт. Я поднялся. Ноги держали плохо. Протиснувшись между спинами, я вернулся на свое место во главе стола и сел. Взял графин и начал доливать соседям. Горлышко стучало о рюмки. На сестру я старался не смотреть. За этим столом никто не должен сидеть в тишине. Никто. Виктор вытащил щуп, протер его ветошью и опустил обратно. Уровень масла держался в норме. Он потянул рычаг, фиксируя ножи-косилки строго в 5 сантиметрах от земли. 4-й участок нужно было закрыть до конца смены, иначе срежут премию. В 7 он обещал забрать дочку из сада. Виктор накинул на уши массивные защитные наушники, и мир привычно провалился в глухой ровный гул. Машина пошла вперед ровными полосами. Под косилкой раздался сухой волокнистый хруст. В нос ударил густой запах горячего масла и сладкого травяного сока. Виктор остановился и нажал кнопку рации на груди. «Диспетчер, это 2-й. На 4-м участке опять пошла белая дрянь». Рация коротко зашипела. «Принял 2-й. Просто перемалывай. Жильцы платят, мы косим. Не трать время». Плотные бледные корневища лезли из-под земли каждую неделю. Они всегда повторяли форму выброшенного мусора. Детские игрушки, пульты от телевизоров, пластиковые бутылки. Волокнистые, твердые как дерево. Ножи из-за них тупились вдвое быстрее. Виктор заложил новый вираж вдоль сетчатого забора. За оградой стоял пожилой мужчина в сером свитере и махал руками. Виктор заглушил мотор и стянул наушники на шею. «Вы куски оставляете», — крикнул мужчина. «За что я плачу 2000 каждый месяц? Ни куска этой дряни не должно оставаться на траве.
Вы, видимо, просто работать не хотите. Высота среза 5 сантиметров, по регламенту, спокойно ответил Виктор. Он указал пальцем на бледный обрубок, лежавший в скошенной траве. Тот в точности повторял форму игрушечного самосвала без одного колеса. «Пишите жалобу в мэрию». Жилец глянул на обрубок и осекся. Он подошел к самой сетке. «Мой внук сейчас играет с этим самосвалом», — сказал он уже другим голосом. «Он в песочнице лежит. Вы просто плохо работаете». Виктор пожал плечами, завел мотор и переехал белый корень. Хруст под ножами утонул в гудении двигателя. Спустя 2 часа косилка Виктора шла мимо мусорных контейнеров. Он собирался вытряхнуть травосборник, когда заметил у баков того самого мужчину в сером свитере. Тот с размаху швырнул в железный контейнер пластиковый игрушечный самосвал, без одного колеса. Виктор ударил по тормозам. Он посмотрел на мусорный бак. Затем перевел взгляд на зеленые потеки на железном боку косилки. Он скосил белый корень 2 часа назад, а настоящую игрушку выбросили только сейчас. Он развернул машину и поехал обратно на 4-й участок. Заехал на нетронутую траву, но не стал опускать ножи. Виктор спрыгнул с сиденья и пошел вперед пешком. Ему нужно было проверить. Корни гуще всего стояли там, где он косил на прошлой неделе, ровными рядами вдоль его собственных полос. Он начал раздвигать зеленые стебли голыми руками. Вскоре пальцы наткнулись на плотный белый нарост, торчащий из почвы. Виктор потянул его на себя, корень хрустнул и легко вышел из земли. Он отряхнул с него грязь. Это была идеальная гладкая копия рации. На ней угадывались даже короткая жесткая антенна и клипса на задней панели. Мужчина потянулся к груди и нажал кнопку рации. «Диспетчер, вопрос по графику». «Слушаю, второй». «Нам оборудование менять собираются? Рация, например». «Да, завтра утром выдадут новые цифровые. Старую сдашь в конце смены, ее спишут в утиль». «А что?» «Просто уточнил». У Виктора пересохло во рту. Он швырнул бледный корень в кусты. Ему нужно было просто закончить смену. Он забрался на сиденье, опустил ножи и дал газ. Защитные очки на глаза, наушники на уши. Он снова захотел спрятаться в безопасный глухой гул. Виктор гнал машину быстро, не обращая внимания на частый треск внизу. На панели загорелся красный индикатор. Травосборник забился до отказа. Он доехал до канавы на краю парка и потянул ручку сброса. Пластиковый короб тяжело откинулся. Гора зеленой каши с влажным чавканьем вывалилась на землю. Из густой массы выкатился крупный бледный предмет и ударился о носок рабочего ботинка. Виктор замер. На траве лежал гладкий, отполированный землей корень. 2 массивные чаши, соединенные широкой дугой. Виктор медленно поднял руку и коснулся своей шеи. Его собственные рабочие наушники висели там, целые, согретые теплом тела. Муниципальное имущество, строго подотчетное. Их нельзя было просто выбросить, пока они целы. Виктор не стал связываться с диспетчером. Он снял наушники с шеи, шагнул к переднему колесу косилки и положил наушники прямо под правое лезвие. Затем сел за руль, снял ножи с фиксатора и опустил их до самой земли. Мотор взревел, машина пошла вперед. Первый хруст был коротким и пластмассовым. Дальше пошел другой, сухой, окнистый, почти без пауз. Прятаться больше было негде.